Россия, Корея, Сальвадор. Где жизнь дешевле? Ну, Сальвадор, на самом деле, не настолько прям дешевая страна. Как экономист, скажи, биткоин победит? Ой, не знаю. Мне кажется, что сейчас Сальвадор не самая опасная страна в Центральной Америке. Есть вот British School, британская, есть немецкая школа, есть французская школа. То есть мне кажется, что вот ближе к нашей системе это вот французская школа, немецкая школа. То есть что-то есть похожее. Если ты хочешь здесь работать, то это минус, что ты, скорее всего, не найдешь работу так легко. Единственное, что если ты выезжаешь в Никарагуа, Гондурас либо Гватемалу, это не считается. То есть у них общая зона, и поэтому, когда тебе дают 90 дней в какой-то из этих стран, они распространяются на вот эти 4 страны. Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с Александрой. Сегодня она расскажет, чем она занимается. Александр, скажи, пожалуйста, как вообще попал в Сальвадор? Ой, целая история. Всем здравствуйте. Меня зовут Саша. Я из России, из Владивостока. И на самом деле сюда я приехала с мужем, муж сальвадорец. Мы с ним познакомились в Южной Корее. То есть я до этого училась в Восточном институте на корейский язык. И после этого подала на одну программу, на стипендию в Корею. На одну программу я не прошла, а на вторую прошла. Вот, и я поехала в Корею. То есть в Корее я прожила около 4 лет. И там же в Корее я поступила в другой университет, в другую школу по менеджменту и государственное управление, Public Policy and Management. Вот, и там познакомилась с мужем. То есть это школа международная, туда приезжали студенты со всего мира, вот, и там познакомились с мужем. На самом деле до этого я никогда не рассматривала Центральную Америку, я не знала испанский, то есть мне очень нравилась Азия, ну вообще нравится Азия, вот, и я всегда думала, что я буду, скорее всего, работать в этой сфере, в сфере переводов, каких-то отношений с Южной Кореей. В Сеуле учились? Да, школа была в Сеуле. Первая школа, где я училась, была в небольшом городе Соннами. То есть в основном это город очень хорош для жизни и считается даже довольно-таки хорошим городом. То есть не дешевый в плане жилья для корейцев. Вот, и там была вот наша школа, она была довольно далеко, там где-то в лесу. Вот, очень такое красивое место, очень живописное. И, в принципе, до Сеула было легко добраться. Там было метро и были автобусы. И вторая школа, куда я поступила, где-то год я там училась. То есть там были ускоренные программы с очень интенсивной учебой. И она, да, была в Сеуле. То есть тебя охомутал сальвадорец в Сеуле. Да. Постоянно, когда мы рассказываем свою историю, то мы, как вы познакомились в России? Я говорю, нет, в Корее. А, в Корее? Вот. Даже муж рассказывал, что когда он сказал, что привезет с собой девушку, они думали, что кореянку он привезет. Вот. Очень удивились, что нет, не кореянку. И после того, как ты закончила, то есть вы приняли решение вернуться в Сальвадор, да, да, на родину мужа? Да, потому что в случае мужа это была не стипендия, которую давал университет, а его отправлял... Ну да, тоже университет давал, но как бы там какая-то другая программа была. Он работал в Центральном банке в Сальвадоре, и поэтому он как бы все равно числился как работник банка. То есть он получал зарплату, но в обмен он должен был проработать 2 года обязательно. То есть после учебы он должен был сразу ехать домой и отработать 2 года. Поэтому он мне предложил поехать сюда, а потом уже посмотреть, как получится. Вот. И я решила поехать. И с какого года ты здесь? С 2015 года, с января 2015 года. И как тебе Сальвадор? Мне нравится. Это, конечно, может быть, не самая лучшая страна там, для переезда, для жизни, для иностранцев, но в целом я как-то обжилась, привыкла. То есть я выучила язык, мне очень нравится климат, то есть я очень плохо переношу зиму. Мне всегда очень холодно, я очень редко выхожу куда-то
прогуляться именно зимой. Я из Владивостока. В Владивостоке мы живем около моря. То есть и у нас климат немножко отличается. Может быть, самая низкая температура, там, минус 20-25 градусов, но из-за того, что у нас очень сильные ветра, как бы это ощущается еще холоднее. То есть, и поэтому, допустим, январь очень тяжелый месяц для меня. И я вот насколько помню, когда я училась в университете, январь был обычно месяц каникул, я практически не выходила из дома. То есть у меня какие-то были сериалы, там, какие-то книги, и все. И вот, для меня вот было это климат не очень такой благоприятный. Поэтому, когда я по стипендии приехала в Корее тоже холодно, но, если честно, не так оно ощущается. То есть все-таки, мне кажется, климат лучше. И весна начинается чуть раньше. То есть уже в марте более-менее ты можешь спокойно выходить, уже воздух более свежий, более ты хорошо переносишь этот климат. И как-то там мне даже больше нравилось. То есть в плане климата. После того, как муж уже 2 года отработал, не было идеи вернуться либо в Корею, либо в Россию? Нет, я как-то уже привыкли здесь. Мы приезжали в Россию в 2016 году вместе. Мы приехали сначала в Москву. Вот. И так получилось, что многие мои подружки, кто тоже из Владивостока, они переехали в Москву. И вот там с моей подружкой мы путешествовали по Москве. Мы поехали в Питер тоже вот на неделю. И потом с мужем мы приехали во Владивосток. Он там остался на неделю, я еще осталась на месяц. И мы приехали, где-то вот был август, по-моему, конец июля, начало августа. Вот. И тогда, вот, не знаю, мы так удачно приехали. Погода была в Москве идеальная, в Питере тоже. Всегда было солнце, не было ни дождей, вот это не было пасмурной погоды. В Владивостоке тоже, хотя Владивосток, такой климат у него получается, что летом очень много дождей. То есть бывает так, что июнь, июль — это одни дожди. Единственный месяц, когда нет дождей, это август. И часто в августе тоже погода немного душноватая. Самый лучший месяц именно вот в Владивостоке — это сентябрь. До сих пор не холодно, ты еще можешь купаться, и уже не так жарко, то есть идеальный климат. Даже иногда, если повезет, даже октябрь тоже теплый. То есть и мы вот примерно приехали вот август, но нам повезло с погодой. Вот что в Москве, что в Питере, что во Владивостоке была идеальная погода. Мужу очень понравилось в России, то есть он был под впечатлением. Особенно нам понравилось в Москве, было очень много парков, все в зелени, то есть такое хорошее осталось впечатление. Я до этого в Москве не была. В основном, так как я из Владивостока, я часто путешествовала по Азии, в Китай, по Корее я путешествовала много, в Японии. Вот. И в Москву я только вот приезжала, когда я уже решила ехать в Сальвадор, то есть мой билет был через Москву. И это было зимой. И на самом деле зимой мне не очень понравилось, потому что было холодно, то есть все такое серое, так себе. Вот. Я, конечно, походила по музеям, музеи меня очень впечатлили, с подружками тоже ходили какие-то шоу. Вот. То есть сама вот эта ночная жизнь в Москве обалденная, то есть там, конечно, супер. А летом ты там была в Москве? Да, вот летом мы были именно в 2016 году, уже после Сальвадора мы туда приехали. Вот. И когда вот было летом, мне очень понравилось в Москве. Прям, я такая думаю, я понимаю, почему вот многие люди, допустим, из регионов, как мой, все-таки предпочитают ехать куда-то ближе к центру. А если сравнить, вот ты говоришь, в Азии была Китай, Корея, Япония, как тебе Москва? Вот лучше, хуже? Твое мнение? Даже в каких-то моментах лучше. То есть Корея очень технологичная страна. То есть Сеул мне очень тоже нравится. Очень много кафе, очень много каких-то вот таких интересных мест. Ну вот, может быть, то, что как я европейский человек все-таки больше, в Москве многие вещи даже более удобные мне показались. Вот. В Корее, что мне нравилось, что можно по интернету там что-то было зарегистрировать. Как бы. И вот я еще была в Корее, когда вот был 2010 год, 2011 до 2014. То есть на тот момент во Владивостоке инфраструктура не настолько была развитая, и даже интернет не настолько хороший. То есть я помню, что меня впечатлило в Корее, что вот был очень хороший интернет, очень хороший сервис, но потом я заметила, что вот Владивосток стал перенимать вот эти практики. Видимо, то, что мы очень близко расположены, и
как-то даже Владивосток, мне кажется, больше ближе к Азии, чем вот именно к Европе, вот к Москве. Вот. И мне немножко показалось на тот момент Москва другой. Вот. Тоже там было очень удобно, тоже много технологий. Допустим, ты когда там шел в Макдональдс, что можно было тоже по экрану что-то заказать. На тот момент даже в Корее я такого не видела. Сейчас, по-моему, есть. Вот. Но Москва даже в этом плане была первая, мне кажется. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них и зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Про Сальвадор. То есть с мужем Москву показала, Россию показала. Он такой посмотрел, все круто, все красиво, но хочу жить в Сальвадоре, да? Да. То есть мы когда приехали в Сальвадор, у меня были сложности получить ПМЖ. То есть нам его не давали, сказали, там надо год прожить, и постоянно ты приходишь туда, они там тебе какие-то отмазки придумывают, то есть, ой, там у вас в документе запятую вы не поставили, идите переделывайте. И потом это нам так надоело, потому что это куча очередей нужно прождать, чтобы тебя просто отправили обратно. И первый год мы путешествовали. То есть вот я слышала во многих твоих интервью, что вот там, по-моему, эта девочка, она тоже каждые 3 месяца куда-то ездила. И вот мы тоже каждые 3 месяца куда-то ездили. Единственное, что если ты выезжаешь в Никарагуа, Гондурас, либо Гватемалу, это не считается. То есть у них общая зона, и поэтому, когда тебе дают 90 дней в какой-то из этих стран, оно распространяется на вот эти 4 страны. То есть надо выезжать куда-то либо в Коста-Рику. То есть мы за первый год, 2015 год, мы съездили в Коста-Рику, мы съездили в Никарагуа, мы были в Панаме, мы ездили тоже, как его называют, в Мексику. В 2016 году мы ездили в США, и вот в Россию мы выезжали тоже. И как-то раз у мужа была какая-то вот стажировка, обучение на 2 недели. Мы вместе поехали в Бразилию. Это, по-моему, было в 2017 году. Вот, то есть мы постоянно... Ну, уже в 2017 году я получила это ПМЖ. То есть где-то мне пришлось ждать целый год, чтобы потом опять попробовать. И вот, наконец-то, они приняли мои документы. И то вначале была другая система. Мне кажется, сейчас намного проще. То есть... Если есть кто-то, кто дает интервью и кто приехал недавно, скорее всего, они какую-то другую историю расскажут про получение ПМЖ. В моем случае они сначала на 3 месяца без права работы, и потом еще на 9 месяцев. И это считается на год. То есть мне приходилось каждый год сначала получать заново на 3 месяца, а потом заново на год, но это как бы уже на 9 месяцев. Это в каком году? Это был, если я не ошибаюсь, с 2016 года. Я вот так вот постоянно получала. Потом с приходом этой власти они поменяли правила и мне дали уже на долгий срок, на 4 года где-то я взяла. То есть уже стало много проще. То есть, и когда вот это дают на длительное время, то есть там ты уже просто в конце приходишь, меняешь, там платишь деньги и меняешь ее, продлеваешь. Вот. До этого мне приходилось каждый год приносить заново все документы. И они могли заново тебя отправить. То есть было как-то очень так вот... в общем, много нервов. А сейчас ты гражданство получила? Да, я получила гражданство, потому что я еще подумала, что так как я живу здесь, и уже у меня дети, то есть в 2017 году в декабре родился наш первый сын, и в 2019 году второй в ноябре. То есть я уже решила, что лучше, пока есть такая возможность, получить гражданство, так как я живу здесь, мне будет просто намного проще получать какие-то документы, те же самые счета открывать и так далее. То есть, поэтому я решила все-таки попробовать получить гражданство. Ну, ты по рождению ребенка получила или по браку все-таки получила? По браку, скорее всего, по браку. То есть мы на самом деле жили до этого как гражданским браком.
И потом я просила маму, чтобы она мне сделала документы. Я делала, как же называется, доверенность. Заверяла ее в посольстве, которое вот в Никарагуа. Отправляла почтой маме. Даже, по-моему, не почтой, кто-то даже, по-моему, ехал в Россию, и уже из России почтой мне отправили маме. Вот, мама сделала документы и тоже сделала апостили поставила, или апостиль, не знаю, как правильно. Вот, и потом отправляла эти документы, и мы уже на основе этих документов оформили брак. Вот, и для оформления гражданства тоже там нужно было твое свидетельство о рождении, справка из посольства, что Россия разрешает 2 гражданства, потому что, допустим, Казахстан не разрешает. То есть в Казахстане либо ты отказываешься от казахского гражданства, либо просто продлеваешь свое ПМЖ. Вот. И процесс это довольно длительный. То есть, там как идет просто бюрократия. То есть ты подаешь документы, ждешь какое-то время, они тебе звонят, говорят, что еще принести. То есть, и вот так вот постепенно, когда все процессы ты проходишь, тебе дают гражданство. Как вообще на сегодняшний день в Сальвадоре у тебя с работой, с детьми? То есть дети в садик ходят, в школу ходят? Да, дети ходят в школу, в садик. То есть поэтому у меня пока что основная работа – это вот на детей работать. Потому что проблема в Сальвадоре, наверное, и вот вообще в Латинской Америке, как я заметила, это транспорт. То есть без машины на самом деле никуда. То есть автобусы, я ни разу не ездила в автобусах. Если честно, мне даже страшно немножко. То есть маршруты я эти плохо знаю, и иногда автобусы так ездят тоже не самым безопасным образом, поэтому вот пришлось как бы... Права у меня были на самом деле давно еще русские, и я еще успела их поменять на сальвадорские. То есть на основе русских прав, там тоже приносишь документы, тебе их меняют. Переучиваться не пришлось? Нет, не пришлось. Тут, в принципе, даже такая учеба, если честно, так, там что-то повозил, что-то там припарковался, намного проще, чем в России. То есть в России как бы школа там конкретно, что ты не сдаешь экзамен, ты идешь заново пересдавать, то есть это намного сложнее. Вот здесь я так поняла, что намного проще. Но с недавнего времени там какой-то есть экзамен психологический, то есть проверить, если ты как бы нормальный человек, то есть не какой-нибудь псих. Вот. Я не знаю, если иностранцы тоже должны его сдавать, но вот если должны, то тогда, наверное, это основная сложность, потому что если ты плохо говоришь по-испански, наверное, будет его не так просто сдать. Вот. Я сдала вот еще на тот момент, поменяла свои права на сальвадорские, и поэтому теперь уже приношу свои сальвадорские права и меняю их заново. Вот. В России у меня не было необходимости водить машину, то есть у меня были права, они так лежали там в коробочке. А в Корее тоже, там, по-моему, да, я даже, по-моему, как-то один раз, по-моему, где-то там на машине знакомых куда-то там довозила. Вот. Здесь уже, да, здесь уже пришлось обратно садиться и немножко, наверное, даже переучиваться, потому что во-первых, правила другие. Во-первых, ездят очень так прям, не уважают никого на дороге. То есть мне сначала немножко было страшновато ездить. Потом привыкла. Вот, и поэтому сейчас уже как-то без машины никуда. И приходится детей, да, там, отвозить в школу, забирать со школы, привозить какие-то кружки, там, допустим, везде. Вот, поэтому, если честно, свое свободное время я всегда как бы в приоритете держу. И так вот, если есть какие-то подработки, иногда занимаюсь переводами, либо письменными, либо устными. То есть, допустим, приезжала как-то женщина, она благодаря дочери получила гражданство, по-моему, в Америке, или там грин-карт. И вот ей нужно было в посольство, допустим, в американское, и ей нужен был переводчик. Вот я помогала с переводом. Бывает иногда русско-испанский перевод нужен. В основном документы. То есть иногда я переводами занимаюсь. Вот. Раньше преподавала в университете. То есть, но сейчас тоже не преподаю, потому что немножко сложно было. Потому что в университете ты не только преподаешь, но также ты готовишься, и очень много всякой документации. То есть вот это вот занимает слишком много времени. Вот, и не успевала я, в общем. Государственные садики вообще есть? Я думаю, что есть, не знаю, если честно. Школа есть. Но я так поняла, что они не очень хорошие. Вот. В основном школы платные. То есть там, от $100 и дальше. Вот, поэтому... $100 в месяц? Или да.
Месяц. Обычно у них еще есть как? Есть, называется матрикула, то есть за год ты платишь какую-то сумму, либо многие школы требуют какую-то плату в начале самом. То есть когда ты поступаешь, вот, ну, тоже, может быть, называют матрикулой, и потом ты платишь помесячно. Некоторые школы предлагают разные программы. Допустим, по-моему, в Британике, либо вот есть Highlands, у них там 3 вида оплаты, то есть во-первых, ты платишь всегда при какой-то взнос при поступлении. То есть чем раньше ты своего ребенка отвозишь, тем этот взнос меньше. Допустим, если с 4 лет ты его приводишь там в садик, то чуть-чуть меньше этот взнос. Если с 6 лет, то уже этот взнос выше. Вот. Но плюс у тебя как? Помесячная плата. Либо ты можешь за год сразу все заплатить, либо 2 раза в год. Вот если ты сразу за год заплатишь, то это чуть-чуть дешевле. Вот. Ну, а в основном, мне кажется, все платят помесячно. Вот, такая есть система. Школьная программа, как ты вообще изучал ее, нет? Насколько она лучше, круче? Смотря какая школа. То есть есть школы чисто сальвадорские. То есть там есть какой-то там уклон на английский язык. Вот. Есть очень много школ американских. Есть вот British School, британская, есть немецкая школа, есть французская школа. То есть мне кажется, что вот ближе к нашей системе это вот французская школа, немецкая школа. То есть что-то есть похожее. Но я так поняла, что они тоже там немножко систему поменяли. Допустим, так как у них в приоритете немецкий, там, французский язык, то ребенку нужно обязательно с садика начинать. То есть потому что с садика они уже какие-то знания языка дают. И поэтому нужно поступать чуть-чуть раньше. И, как они объясняют, у них там система Монтессори. То есть обычно 2-3 года садика. Допустим, во французской школе, по-моему, 3 года садика. В немецкой 2 года. И они там смешивают группы, то есть кто-то там на год младше, на год старше. Вот, и у них упор идет на самостоятельность. То есть дети должны сами там одеваться, сами что-то делать. Там даже они завтраки готовят сами. То есть у меня дети в немецкой школе. Вот. Я вот, наверное, поэтому и выбрала немецкую школу, что она чем-то чуть-чуть ближе к нашей системе. Там немецкий тоже преподают? Да, там немецкий преподают. Ну, бедные дети мои, конечно. А как ты считаешь, вот смотри, Россия такая большая страна, Германия меньше. Немецкие школы вот в странах Латинской Америки присутствуют, и они продвигают свой немецкий, а русской школы нет. Это, скорее всего, зависит не от размера страны, а от того, какие отношения у вас со страной. То есть все-таки немцы здесь присутствуют как бы намного активнее, чем Россия. Допустим, есть там, по-моему, даже посольство немецкое, то есть немецкое посольство помогает финансово этой школе. То есть в какой-то степени, мне кажется, школа — это тоже как-то вот для развития отношений между Германией и Сальвадором. То есть они уже обучают народ немецкому языку, культуре. То есть плюс, я, насколько поняла, в Германии проблема кадров, особенно, допустим, медицинских кадров. И у них даже есть программа, что если ты медик и выучишь определенный уровень немецкого языка, ты можешь поехать работать спокойно в Германию. То есть и какие-то профессии там тоже приветствуются. То есть, насколько я поняла, что какая-то была вроде бы не очень умная политика в Германии, слишком высокие требования для немцев, уровень зарплаты не настолько отличающийся от других профессий, что немцы, ну нафиг мучиться, лучше пойти там, не знаю, каким-нибудь адвокатом, лучше пойти еще кем-то. То есть и медицинских кадров стало резко не хватать. И поэтому сейчас Германия активно набирает специалистов в медицине с разных стран. То есть многие сальвадорцы, вот у кого медицинское образование, они ходят на курсы немецкого языка, кстати, тоже в этой немецкой школе, по вечерам, чтобы вот иметь возможность туда поехать. То есть для них... Ну, окей. А Россия с какими странами Латинской Америки дружит? С Сальвадором тоже они пытаются наладить контакты, но пока еще вот не такие хорошие. Наверное, с Никарагуа. Ну, там нет русской школы. Ну, видимо, не так много народу.
Потому что, чтобы открыть школу, нужно студентов иметь. То есть, видимо, как-то тоже в зависимости от того, насколько хочет государство оплачивать эту школу. То есть я, насколько поняла, что в плане немецкой школы какую-то часть все-таки оплачивает немецкое государство. Ну, понятно, То есть, конечно. допустим, Чтобы учителей, продвигать свою да, культуру в другой стране. Да. То есть, скорее всего, пока что Россия... Есть русская школа, допустим, в Корее. Но потом, и туда, кстати, очень активно вот эти вот интернациональные семьи, где, вот, допустим, муж кореец, жена русская, туда часто отправляли своих детей. Но потом я слышала, что эту школу все-таки оставили только для работников посольства. Ну, или каких-то вот работников госструктур. Поэтому тоже в зависимости от правил. То есть, видимо, как-то Россия пока не рассматривала такую возможность открытия школы. То есть, потому что здесь тоже не так много русских семей, либо русскоговорящих. Вот. И я не знаю, насколько бы сальвадорцы хотели своих детей отправлять в русскую школу. То есть тоже, наверное, какая-то вот проблема статуса. Ну, это изначально надо прививать, что вот русская культура есть, существует. Welcome, обращайтесь. Сейчас, кстати, вот есть офис представительства нашего посольства в Сальвадоре, и они работают над тем, чтобы развивать отношения Сальвадора и России. Допустим, хотят открыть курсы русского языка. Вот. И также отправляют каких-то студентов, сальвадорцев в Россию. И вот недавно, кстати, мы встречались с нашим русским комьюнити, русским сообществом. Был один студент, сальвадорец, и, кстати, очень хорошо говорит по-русски, вот, и он учится сейчас в России. То есть таких людей становится все больше и больше. Пока что, наверное, русский язык не настолько распространен, как английский. То есть в приоритете даже не сколько немецкий или там французский, а вот именно английский. То есть очень много американских школ. Вот, и люди все-таки рассматривают пока что английский язык как основной. То есть очень многие мечтают поехать в стажировку в Соединенные Штаты. Еще, может быть, здесь проблема, что большая миграция и большой отток населения именно в Соединенные Штаты Америки. То есть говорят, что сейчас вот по оценкам ценза, который вот недавно был, в Сальвадоре где-то 6 миллионов, население Сальвадора где-то 6 миллионов, но часть населения живет именно в Соединенных Штатах. У кого-то есть гражданство, кто-то, может быть, нелегально живет, и они часто посылают деньги в Сальвадор вот, на проживание. То есть многие семьи даже не работают здесь, а живут вот на пособие. Да, ремесос называется здесь, на пособия с Америки. Даже вот эти пособия составляют какой-то процент ВВП сальвадорского. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении.
Подробная информация в описании под этим видео. Большой Ты доход. сказала про встречу русскоговорящих. Большое здесь сообщество? Не очень. Здесь я знаю только так вот, ну, Ну, сколько человек, на твой взгляд? ой, даже трудно сказать. Обычно, как в Сальвадоре оказываются, либо жена, муж кого-то, либо приезжают работать с какой-то организацией. То есть раньше, я помню, было очень много народу из организаций, как вот ЮНИСЕФ, либо ООН. То есть какая-то программа, они какие-то здесь выполняют функции, особенно что-то с миграцией связанное, вот, там, по защите прав детей. Вот. Если программа закрывается, то они уезжают тоже. Вот. Таким образом. Может быть, кто-то там по бизнесу, бывает, пытается. То есть это как бы новая стезя, но мне кажется, вот именно по бизнесу, да, можно что-то сделать. Либо также купить какую-нибудь квартиру, недвижимость и ее сдавать, то есть как вариант тоже. Но именно вот в плане того, как найти работу, мне кажется, очень тяжело для иностранца. То есть, во-первых, если у тебя нет разрешения на работу, то, скорее всего, компания особо не будет мучиться, им проще найти кого-то своего. То есть, либо кого-то там, кто из Никарагуа, то есть у кого есть разрешение на работу. То есть без разрешения, конечно, будет тяжело где-то там устроиться хорошо. Плюс зарплаты, ну, не всегда такие прям высокие, как многие могут ожидать. То есть это не США. То есть сами сальвадорцы предпочитают работать там. То есть для них там в США, может быть, считается там средняя зарплата $2000, очень низкой зарплатой. Для них это уже хорошие деньги. В Сальвадоре на эти деньги можно довольно-таки неплохо жить. То есть, ну, много себе позволить. Ты здесь, соответственно, рожала. Расскажи, пожалуйста, про медицину, насколько она качественная. В моем случае было все довольно-таки хорошо. То есть у мужа на тот момент, вот он работал в Центральном банке, у них была очень хорошая страховка. И поэтому она покрывала 80% любой больницы. И я рожала в самой лучшей больнице здесь. Это называется, по-моему, как-то госпиталь гинекологика. Вот. И, в принципе, как мне показалось, было все на высоком уровне. Я в России не так часто сталкивалась с медициной, как-то, слава богу, не болела нигде. Вот. И тоже не могу сравнить прям. Ну вот я помню, что вот в Владивостоке как бы вот эти вот очередя постоянные, я в основном пользовалась бесплатной медициной. Вот. Иногда тоже как повезет. Бывает хороший доктор, супер, все. Не очень доктор, все плохо. Вот. Мне кажется, что это вот в любой стране то же самое. То есть если доктор тебе подходит, то все хорошо. То есть у меня был хороший гинеколог, очень хороший доктор. Она училась в разных странах. По-моему, в Мексике, вот, может, даже в США. То есть и в своей сфере она очень хороший специалист. То есть и поэтому мне вот было с ней спокойно, нормально. Вот. Иногда тоже каким-то дырам я ходила, по-моему. По-моему, вот с пищеварением что-то вот как-то было проблема. Вот. Но я не часто была у доктора. Ну вот по гинекологии я могу судить, что вот я не жалуюсь. Но я знаю, что есть многие русские, которые жалуются. То есть, что вот у них все вот не так было, все плохо, вот они там все неправильно сделали. Вот. Говорят, давайте русскую клинику откроем. Да, вот что-то в этом роде. То есть пока что у меня такого негативного опыта не было, поэтому я не могу сказать, как лучше там где-то, не хуже. Мне тоже кажется, что зависит от больницы, что в России, что в Сальвадоре, и зависит от докторов. То есть, потому что я тоже читала очень много негативных отзывов в России. Кто-то вот рожал, что просто ужасно, отношение было просто плохое. А где-то читаю, что наоборот, женщины такие классные. Вот у меня подружка рожала в Москве, она говорит, все классно было. То есть у нее было кесарево сечение, его так зашили, что вообще не видно, она на следующий день встала. То есть, а у кого-то наоборот, подняться не могу уже неделю. То есть тоже везде может быть такое, поэтому как-то не угадаешь. Россия, Корея, Сальвадор. Где жизнь дешевле? Наверное, в России. В России дешевле? Проблема Сальвадора здесь доллары. То есть у них они отказались от своей валюты очень давно. Вот, потому что я так поняла, что был какой-то кризис. Это плохо сказалось? Вот мы, допустим, как экономист могу сказать, что и плохо, и хорошо. То есть хорошо, что сальвадорцы не могут печатать сами свои деньги, и поэтому у них, как бы, получается, оферта, как-то предложение сдерживается, и поэтому инфляция так не растет. То есть я вот не замечаю такой прям резкий скачок цен. То есть вот я как приехала в 2015 году, цены не насильно много выросли, и поэтому вот это плюс.
То есть если они будут печатать свои деньги сами, то инфляция, конечно, будет расти намного быстрее. То есть, но минус, потому что они зависят сильно от Соединенных Штатов. То есть как-то в этом плане, что у них есть центральный банк, но основная функция центрального банка – это монетарная политика, а у нее их практически нет. То есть у них там фискальная политика, какие-то они там функции выполняют, но не печатание денег. Вот. Поэтому я знаю, что есть, по-моему, если не ошибаюсь, в Панаме у них две валюты. То есть у них вроде бы как своя есть валюта и есть доллары. То есть и они как-то там их вроде как эквивалентом, я не знаю, ты можешь сказать. Только доллар. Но осталось монетки только, да. Есть монетки, да. Их местные монетки до доллара, а все, что от доллара выше, чисто доллар. И в Коста-Рике, я уже не помню. Колонны. Колонны, то есть. Да. Значит, то есть все-таки... Дешевле Россия. Потому что из-за того, что сейчас рубль подешевел, мне кажется, с долларами ехать в Россию намного дешевле. То есть, если с долларом, то да. Но если вот русские сейчас поедут сюда, им, скорее всего, покажется дорого. А сама жизнь, в том плане продукты, там, аренда, бензин, вот это все суммарно. Я вот точно не могу сказать, потому что я в России не живу уже лет 15. И мне, я как бы еще живу с теми ценами, которые вот были вот 15 лет назад. Поэтому я слышала, что цены очень сильно растут. Но я не знаю вот точный уровень, насколько они там быстро растут по сравнению с Сальвадором. Но Сальвадор, на самом деле, не настолько прям дешевая страна, вот именно из-за долларов. То есть, и тут такой получается парадокс, что зарплаты очень низкие. То есть люди без образования, которые вот работают просто там где-то там убирают, либо в каких-то таких вот профессиях, там вот что-то там... Сколько они получают? $200-300, то есть 400 может быть. Вот. Здесь довольно-таки хорошо распространены колл-центры. То есть, и это очень хороший способ для многих сальвадорцев поднять уровень английского языка. Вот даже как я же преподавала в университете стратегический менеджмент, по программе там у них была bilingual, то есть я на английском языке преподавала менеджмент. То есть те, ребята, кто работал в колл-центре, очень хороший английский язык. Прям вот видно, что хорошо говорят. Не всегда хорошо пишут, но вот именно язык прям... Иногда даже некоторые звучат как американцы. В принципе, я думаю, что американцы все равно замечают, что там есть акцент и так далее, но хороший уровень знаний. И я думаю, что вот сейчас я даже замечаю, что вот строят новые здания колл-центров, то есть... Это американские компании? Я думаю, что в своем большинстве, да. То есть американцам дешевле здесь платить сальвадорцам низкую зарплату, но для сальвадорцев это неплохая зарплата. И для сальвадорцев это, наверное, неплохой скачок. Единственное, что я как-то тоже рассматривала работу, как-то вот когда еще только приехала, думала, ну, надо же где-то там работать, то как-то скучно. Вот, там были условия не всегда. Вот, может быть, сейчас что-то поменялось, но когда вот я хотела устроиться, это было где-то в 2015 году, они говорили, что это надо работать 12 часов, зарплата 400, максимум $600, вот. Для меня показалось, слишком такие условия неподъемные. То есть 12 часов работать подряд, думаю, зачем? Вот, как бы я отказалась. Но для начала, допустим, для студентов, мне кажется, это, в принципе, неплохой шанс вот начать. Потому что многих студентов, молодежь, кто хорошо себя проявляют, у них есть также возможность роста. То есть возможность даже получить какое-то образование, то есть какие-то они льготы предлагают. То есть, в принципе, неплохой шанс. Вот. Вот так вот. Как экономист, скажи, биткоин победит? Ой, не знаю. Я вот в плане биткоина не очень сильно разбираюсь. Я вот даже покупала какие-то книги, там читать их все. Вот, и вот не знаю, как-то вот... Единственное, что я вижу с биткоином, у тебя комар сидит. Вот. Единственное, что я вижу, что можно как-то с ними инвестировать. Вот. То есть, допустим, если он падает, надо покупать. Нет, в том плане, что правительство на официальном уровне же ввело, что можно биткоином расплачиваться в любом магазине. Можно, но вот где-то вот на рынке будешь расплачиваться биткоином. То есть там-то, господи, там-то даже карточкой не расплатишься. Насколько, я имею в виду, настроено вот это есть. все? Вот есть тут русский парень, который вот, по-моему, вот инвестированием занимается или чем-то таким. Он даже расплачивался биткоинами, я вот слышала, в Walmart. То
То есть какие-то бизнесы более-менее крупные или там рестораны, да, у них там даже на государственном уровне были законы, что вы обязаны принимать биткоины. То есть и они там стоят вот эти вот какие-то вот биткоиновские вот эти вот автоматы, да, чтобы вот ими пользоваться. Даже была программа, чтобы вот людей как-то вот стимулировать вот эти биткоины. Типа откройте там какой-то кошелек, вы получите там $20 бесплатно от правительства. И потом вот стояла тут очередь просто вот, чтобы эти $20 снять. Я не знаю, как хорошо пока что пользуются. Мне кажется, немножко не хватает, может быть, образования населению. То есть какие-то, может быть, курсы нужно проводить. То есть если ты, ну, там, средний класс, да, ты еще, может быть, разбираешься. А люди, у которых вот, допустим, с низким доходом, с ограниченным образованием. То есть у них даже времени нету, в принципе, вот там в университет ходить. То есть когда они там будут разбираться с этим биткоином? То есть им не до этого. Если как-то, может быть, проводить какие-то там беседы с ними, может быть, и объяснять, зачем он им нужен. Кто-то объясняет? Мне кажется, не знаю. Кстати, вот Центральный банк иногда проводит какие-то вот программы по увеличению финансового образования у населения, среди молодежи, там в школы какие-то ходят. Может быть, что-то есть. Вот, я точно не знаю, вот я не проверяла. Ну, что я увидел, что есть система Ями, да, правильно называю? Может быть. Вот, есть своя система Ями, куда отправляются, соответственно, криптовалюта. То есть компании, которые имеют возможность получать в биткоинах и в криптовалюте, не имеют права получать просто с криптокошелька другой биржи. Они говорят, только через систему Сальвадора Ями мы можем получить денежные средства, потому что это считается отмыв денежных средств, там, преступления да, и так далее. Да, кстати, вот другая проблема в Сальвадоре, что вот, особенно для тех, кто хочет открывать бизнес, это доказать, откуда у тебя приходят деньги. То есть обычно Сальвадор рассматривают как такой канал между, допустим, Колумбией, там, где наркотики, и США. То есть иногда используют вот эти вот страны между этими странами как вот такой коридор. И поэтому здесь очень много законов именно по отмыванию денег, то есть они могут тебя там шмонать. Я помню, как-то мама мне делала перевод, у меня был просто как-то депозит в российском банке, я его захотела, чтобы сюда перевели. Даже мне, когда перевели через Western Union, мне еще пришлось там всякие справки предоставлять, откуда у меня эти деньги. Я не знаю, я такая психовала еще. Думаю, ничего себе, это мои деньги, еще должна кому-то отчитываться, как я их там трачу, куда я их там возьму. Но на самом деле это вот из-за этих законов. То есть очень часто, даже вот я помню, на Netflix был фильм про нарков. Не знаю, смотрел? И вот я, если честно, вот так как я жила в России, видимо, как-то вот Латинская Америка совершенно не интересовалась, кто такой там Пабло Эскобар и так далее. И я посмотрела этот сериал, и я немножко по-другому посмотрела вообще вот на жизнь в Латинской Америке. Как-то вот у них как-то вообще они живут в своей реальности. Вот, то есть вот эта вот проблема небезопасности, вот эти вот проблема криминала довольно-таки острая. То есть и... Я так поняла, что в Мексике особенно очень много таких страшных районов. На самом деле Сальвадор тоже считалась очень небезопасная страна. И я вот, когда согласилась ехать, у меня многие подружки там, ты что, дура, куда ты там собралась в какое-то непонятное место, там вообще как бы... Даже помню, сюда приезжала «Орел и решка», и они не очень лестные сняли видео про Сальвадор, что тут прям вообще убивают на улице, каких-то там нашли людей, которые там дали интервью, что там кого-то там убили, они там все плакали на камеру. Вот. Но это на самом деле, ну, не прям так, да, есть такая неприятная сторона, но это не значит, что там на каждом углу ты встретишь какого-то бандита. То есть я думаю, что даже вот в наших странах есть районы, куда лучше вообще не суваться. То есть там ты можешь найти себе приключения на голову, как бы, поэтому лучше вот все. Ты знаешь какие-то районы, вот, находись там. То есть здесь тоже есть какие-то там гетто-районы, куда лучше не ходить, то есть если не хочешь себе проблемно жить. Ну и есть районы нормальные. Ну, плюс, так как я всегда передвигаюсь на машине, то есть, то я в основном там езжу куда-то в более такие безопасные места. Я не рискну куда-то там. То есть я себе не ищу приключений. Вот, поэтому тоже, может быть, как-то вот из-за вот этой криминальной стороны. То есть иногда для нас, потому что Россия все-таки в списке
в каком-то там черном списке тоже находится среди других стран, как Казахстан даже. Вот, то есть поэтому, наверное, нас проверяют, прям откуда у нас доходы. То есть если ты хочешь открыть бизнес, скорее всего, тебе надо будет доказать как-то, откуда приходят твои доходы, там, что ты собираешься тут делать, то есть ответить на кучу вопросов. Даже когда я пыталась открыть счет в банке, мне столько вопросов задавали, я такая думаю, блин, мне зарплата будет приходить на мою карту, чего вы ко мне пристали, они будут у вас кредит открывать. Вот, все равно, вот, меня это нервировало, но на самом деле это их работа. То есть, с другой стороны, я понимаю, почему они так делают. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Я считаю, что тяжело будет выстраивать Сальвадору международные отношения с Россией, потому что у России сейчас платежная система как бы плохо, вот да, тоже и проблема. поэтому все заводят какие-то другие банки, там СНГ банки и так далее, а у них это, а почему у тебя банк в СНГ, ты же россиянин, ну, к примеру, да, даже тот канал, который они там открыли, вроде вот биткоин, есть возможность использовать биткоин, они все-таки требуют через свою систему прогонять, и даже заводя биткоины в свою систему, они скажут, откуда деньги, ну, то есть они могут заморозить, и ты останешься без ничего, и иди бегай, доказывай, зачем тебе отношения с Сальвадором. Поэтому я считаю, Сальвадору нужно на эту тему как бы тоже как-то более лояльно подходить к России, если она хочет с Россией работать. Одно дело, если она там им все равно, ну, тогда все равно. Да, поэтому как бы у нас пока что такие вот отношения немножко, ну, не самые лучшие. Не то, что не лучшие, а не настолько развитые. То есть особенно так, как сейчас вообще по всему миру наши карты не проходят, то здесь тем более. Здесь даже была возможность открыть курсы русского языка в одном университете. То есть какой-то фонд русскоязычный, по-моему, «Русский мир», хотел открыть курсы, и у нас не получилось, потому что просто нет возможности переводить деньги. Это от Никарагуа хотели открыть, потому что в Никарагуа вот есть «Русский мир», так как посольство. То есть, да, насколько если я правильно поняла, из-за проблем в платежной системе, в общем, пока что эта система застопорилась, пока вот этот проект. Вот, надеюсь, что в будущем, потому что часто многие студенты меня спрашивали, что они хотели бы изучать русский язык и так далее, то есть если бы какие-то курсы были. То есть, допустим, я хожу на курсы немецкого языка по вечерам, и вот я просто смотрю, как они организовали свою систему обучения, то есть и мне нравится. То есть, и я вот смотрю, что сальвадорцы на самом деле хорошо учат языки. То есть очень много талантливых сальвадорцев. Вот. И, в принципе, они могут русский язык тоже хорошо выучить, мне кажется. Что тебе мешает открыть частную школу? Ой, не знаю. Ты знаешь русский, испанский, английский, корейский, преподаешь разные языки, откроешь частную школу, получаешь может быть, лицензию. Кстати, вот никогда не думала, ты мне сейчас сказал эту идею, но вот надо подумать. Получаешь лицензию, Да. тут еще есть твои знакомые, которые тоже владеют несколькими языками. Вот у нас уже несколько преподавателей. Кстати, вот почему-то я вот не думала про это. Всегда как-то вот, вот университет откроет. Может быть, кстати, надо, по идее... Скорее всего, да, кстати, может быть, сработало бы. Какие ты здесь все-таки видишь минусы, помимо того, что ты сказала про опасные районы? Что здесь не так? Сейчас не так опасно. Вот, я не знаю, насколько вот люди следят там за новостями и так далее. Вот с приходом нового правительства, которое вот сейчас при Букеле, они расширили тюрьмы, и то есть они начали прям вот ловить всех подряд, всех преступников, даже, может быть, там бывают и не преступники, как-то связанные с преступниками и так далее. То есть все равно вот эта вот политика работает. И мы вот заметили, что намного безопаснее стало. То есть даже туристов стало больше приезжать. То есть и поэтому как-то мне кажется, что сейчас Сальвадор не самая опасная страна в Центральной Америке. Мне кажется, Гондурас сейчас более опасная. Даже, наверное, Гватемала более опасная. Сальвадор называют сейчас самый безопасный Центральной Америки. Да, вот может быть. То есть сейчас как-то даже ощущается по-другому. Потому что я когда приехала, мне даже было страшно выйти из дома. То есть у нас с мужем на первое время была одна машина. То есть мы временно жили с его родителями.
Вот, я не выходила никуда. Вот у меня как раз-таки так совпало, что еще по учебе нужно было дописать курсовую работу, вот эту вот тезис сдать. Вот. И вот я вот тезисом занималась все вот это время, пока вот он там работает. Вот. Только там вечером куда-то вместе там ездили, там, в ресторан и так далее. Вот. Мне было страшно одной выходить. Вот. И как-то вот я вот начиталась статей, я такая, мне, ну нафиг. Какие-то Вот. минусы видишь здесь? Минусы. Ну, в принципе, как вот, если ты хочешь здесь работать, то это минус, что ты, скорее всего, не найдешь работу так легко. То есть, особенно если у тебя нету там вот это вот разрешения на работу, вряд ли компании будут тебе давать эту возможность. То есть немного дороговато, поэтому, мне кажется, для русских будет все-таки немножко дорого сюда приезжать, потому что здесь доллары, а с рублями это, скорее всего, будет бить по карману. То есть, если так вот даже сходить в магазин, там ты купишь какие-то простые продукты, и уже там бац, так $100 ушло, так ничего себе. Ну вот, поэтому тоже не самое дешевое место. Вот. Сейчас вроде бы как она более открытая, но то, как у нас здесь нету посольства, к примеру, то есть, мне кажется, да, есть в Никарагуа, но это иногда приходится отправлять документы. Вот, то есть в этом немножко сложновато. Вот, мы там тоже как бы выкручиваемся, там, а кто-то, вы едете в Никарагуа, там, возьмите мне документы, там, отправьте, так вот, ну, так вот, по-дружески. То есть, может быть, для кого-то будет тяжело, потому что нету русских продуктов. То есть, есть какие-то аналоги, ну, как бы, мне поэтому сложно судить, потому что у меня, как бы, непереносимость многих продуктов и так, и я поэтому там выбираю. Ну, там вот нету гречки, там, допустим, люди любят там. Вот. В принципе, по-моему, есть какие-то молочные продукты. Я просто не ем молочные продукты, поэтому точно не скажу. Вот. Но вот кто-то, может быть, да, вот будет скучать по вот этому. Все Плюс, скучают по гречке. Да, разница в менталитете, наверное, тоже. То есть у нас люди обычно такие более серьезные. То есть я когда сюда приехала, меня это сначала немножко нервировало. То есть здесь это, кстати, наоборот, это плюс, что они постоянно здороваются, постоянно тебе улыбаются. То есть как-то вот люди, не знаю, вот знают, как быть счастливыми. Может быть, у меня есть теория, что здесь много солнца, и, видимо, вот витамин D как-то им помогает вот хорошему настроению, а у нас постоянно вот эта вот погода непонятная. То есть ни солнца, ничего, вот и ходишь такой обиженный и злой. Вот, может быть, поэтому. Вот. Ну, скорее всего, еще тоже как-то вот, видимо, исторически так сложилось. Вот. И у нас лица более серьезные, мы не улыбаемся. То есть у нас, если ты будешь улыбаться, что с тобой там, ты нормально, то скажут, какой-то дурачок какой-то тут ходит, улыбается всем. Вот. Здесь же это нормально. И то есть вначале всегда было так. Я вот уставшая, да, у меня такое серьезное лицо, как обычно. Что случилось? Там у тебя что? Да ничего не случилось. Вот они постоянно мне, что-то случилось у тебя? Да нет, ничего не случилось. Вот. Либо манера общения. То есть у нас манера такая, мы говорим вот, что думаем, да, вот прямо вот. Типа, да, я не могу, все, вот, извини, там, это мне не нравится, все вот так вот. Они обижаются на это. То есть, и вот я часто, у меня была проблема в общении с сальвадорцами, что вот я их там ненароком обидела. То есть я сама не знаю, то есть что-то там им сказала. Вот, я сказала, как я думаю. Они когда это по-другому воспринимают. То есть у них даже если ты отказываешься, то есть нельзя сказать, все, я не могу, там, не приду. Надо сказать как-то, я там постараюсь. То есть они уже знают, что постараюсь, это нет. У нас постараюсь, еще как-то, ну, скорее всего, может, постарается, он реально придет. У них постараюсь, это все, я не приду. Вот. Либо какую-то нужно придумать там отмазку. То есть что-то сказать там, типа, вот, ну, знаете, вот это. То есть сальвадорцы уже знают, что это нет. Вот. А мы еще там как-то пытаемся им там предоставить какое-то разрешение ситуации. Но они это говорят уже, они не ждут там разрешения ситуации, они это говорят, потому что это нет. Вот. То есть вот эта вот разница, мы их не всегда улавливаем. То есть я уже знаю, то, что я уже живу здесь какое-то время, и мне муж постоянно объясняет, там, типа, вот, ты так вот сказала, это немножко грубо, там, то-то, то-то. И вот, господи, что они такие все это прям такие пушистики, такие, не знаю, прям вот все настолько вот близко к сердцу все принимают, но вот есть такое, да. Но они могут пообещать, но не выполнить. Да, то есть, а вот это тоже надо, вот, видимо, ты просто неправильно понял. То есть, скорее всего, они это пообещали в такой манере, что это значит нет.
Ну, типа, Ну нет, вот. так нет, скажи нет. Вот, а они не могут так сделать. То есть, и было так смешно, что такая ситуация, что вот мы встречались там с родителями из школы сына, и вот тоже одна сальвадорка жаловалась, типа, вот немцы, они такие прямые, вообще там невоспитанные, там типа вот скажут так, как есть. А я так сижу, слушаю, и такая думаю, блин, а мы-то походу с немцами, кстати, очень похожи. То есть, как бы многое у нас в культуре, потому что мы точно так же говорим прямо как есть. То есть для меня тоже проще сказать, лучше скажешь нет, и я уже буду там свои планы строить. А мы так по русской своей душевной доброте понастроили планов, там что-то сделали, а оказывается, это было нет. То есть бывают такие вот разницы, да. В заключение, твои рекомендации людям, которые все-таки готовы приехать в Сальвадор, есть у них бизнес в России, ну, получают какую-то зарплату свою, как нужно адаптироваться, к чему нужно подготовиться? Ну, для начала найти жилье, то есть тоже в зависимости от того, какой у тебя бюджет, то есть либо найти какой-то там хостел временно, либо дом, либо квартиру. То есть сейчас на самом деле немножко такой вот толчок, всплеск на жилье, и немножко цены высокие. Вот, поэтому вот смотреть надо сразу. Я бы вообще советовала планировать сразу, что ты хочешь делать. То есть с какой целью ты приезжаешь. Потому что одно дело, если ты хочешь купить недвижимость, то да, либо открыть бизнес, это совершенно разные вещи. То есть надо уже смотреть, какие документы нужны. Нанять хорошего адвоката. То есть нужно быть осторожным с адвокатами. Некоторые адвокаты просто, иностранец, могут с тебя столько стянуть денег, там просто за бумажку, которая вообще стоит там $20, они могут с тебя $200 тянуть. То есть тоже нужно быть осторожным. Ну, некоторые люди могут быть такие. То есть, конечно же, да, официально устроиться, вот, ну и как-то там продвигаться. То есть Инстаграм, либо... Вообще, в целом, есть интерес к иностранцам в Сальвадоре, и поэтому, если откроется какой-то там, допустим, ресторан, иностранный, там, русской еды и так далее, то, да, многие люди придут, там, ТикТок, допустим, ты какой-нибудь запустишь, даже с рекламой, то есть многие просто вот от интереса придут. Я даже видела где-то, вот, есть девушка здесь из Украины, и они с мужем, у нее муж сальвадорец, они открыли ресторан, даже, по-моему, второй открыли, вот, и она продает вот эти вот какие-то там украинские сладости, какие-то даже европейские там тоже сладости, то есть, и я так поняла, что идет хорошо, вот, то есть... Это сложно, но не невозможно. То есть все можно. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.